Мастер-класс по вязанию новогоднего украшения из джута в виде шестиконечной звезды. Делаем кольцо амигуруми, захватываем нить и провязываем 6 столбиков без накида. После каждого провязанного столбика подтягиваем рабочую нить. Провязав 6-й столбик, необходимо потянуть за свободный конец нити и стянуть кольцо. Замыкаем первый ряд в кольцо соединительным столбиком. Далее будем вязать второй ряд. Он на схеме отмечен красным цветом. В каждый столбик без накида первого ряда нам необходимо провязать 3 столбика с накидом, соединенных одной вершиной. Чередовать столбики будем с 3 воздушными петлями. И так продолжать до конца ряда. Чтобы подняться на второй ряд, необходимо провязать 3 воздушные петли подъема. Они заменят первый столбик с накидом. Далее необходимо провязать еще 2 столбика. Делаем накид и вводим крючок в первую петлю первого ряда. Захватываем рабочую нить и протягиваем сквозь петлю и накид. Далее снова делаем накид, вводим крючок в то же основание, захватываем нить и протягиваем сквозь петлю и накид. На крючке осталось 3 петельки, провязываем их все вместе. Далее вяжем арочку из 3 воздушных петель. Далее делаем накид и в следующую петлю первого ряда провязываем первый незавершенный столбик. Снова накид, еще один незавершенный столбик и 3-й накид и 3-й столбик. Теперь на крючке 4 петли, провязываем их все вместе. И снова арочка из 3 воздушных петель. Повторяем те же действия. 3 столбика с накидом с одной вершиной, 3 воздушные петли. Итак, у нас в первом ряду 6 столбиков без накида. Во втором ряду должно получиться 6 пышных столбиков с накидом. И между ними 6 арочек из воздушных петель. По окончанию каждого ряда желательно проверять соответствие схеме. Завершаем второй ряд 3 воздушными петлями и прикрепляем их при помощи соединительной петли. Третий ряд на схеме отмечен красителем черного цвета. В третьем ряду над арочкой из 3 воздушных петель второго ряда нам необходимо будет уже провязать 2 пышных столбика, соединенных между собой 3 воздушными петлями. А между группой из 2 пышных столбиков вяжется 1 воздушная петля.
Для того, чтобы начать третий ряд вязания над арочкой, нам необходимо провязать одну соединительную петельку. Далее вяжем 3 петли подъема и 2 незавершенных столбика с накидом, соединенных в одной вершине. Вяжем 3 воздушные петли и в эту же арочку второго ряда еще один пышный столбик. Между группой из 2 пышных столбиков провязываем одну воздушную петлю. В следующую арочку второго ряда провязываем снова 2 пышных столбика с одним накидом, соединенных между собой 3 воздушными петлями. И снова 1 воздушная петля. Продолжим далее самостоятельно вязание третьего ряда. Завершаем ряд 1 воздушной и 1 соединительной петлей. У нас уже вырисовывается шестиугольник. И чтобы не допустить ошибки, еще раз проверим количество провязанных столбиков и петель между ними. Четвертый ряд на схеме отмечен красителем красного цвета. Над арочкой из 3 воздушных петель третьего ряда нам необходимо провязать 1 воздушную петлю, полустолбик, столбик с 1 накидом, столбик с 2 накидами, арочку из 4 воздушных петель и в обратном порядке столбик с 2 накидами, с 1 накидом, полустолбик и воздушную петлю. Между группой из этих петель вяжется выпуклый столбик с 1 накидом. Присоединяется он за пышный столбик второго ряда. На первый взгляд кажется много слов, но не переживайте, сложного нет ничего, сейчас все покажу. Переходим под арочку 1 соединительной петлей. Далее воздушная петля. И вяжем полустолбик. Делаем накид, вводим крючок под арочку, захватываем нить и провязываем все петли на крючке. Далее вяжем столбик с 1 накидом. Теперь столбик с 2 накидами. И арочка из 4 воздушных петель. Теперь все действия под арочку из 3 воздушных петель третьего ряда, только в обратном порядке. Столбик с 2 накидами. Столбик с 1 накидом, полустолбик, и 1 воздушная петля. Далее внимательно, нам необходимо провязать выпуклый столбик с 1 накидом, присоединившись за пышный столбик второго ряда. Делаем накид,
Вводим крючок под пышный столбик второго ряда, захватываем нить, протягиваем под столбиком, провязываем петлю и накид и еще раз провязываем 2 петли на крючке. Далее под следующую арочку третьего ряда вяжем аналогичную комбинацию петель. Воздушная петля, полустолбик, столбик с одним накидом, столбик с 2 накидами, четыре воздушные петли, столбик с 2 накидами, столбик с одним накидом, полустолбик, одна воздушная петля и выпуклый столбик с одним накидом за следующий пышный столбик второго ряда. Далее продолжим вязание 4-го ряда самостоятельно. Итак, провяжем заключительный выпуклый столбик и завершим ряд соединительной петлей. Пятый ряд на схеме отмечен красителем черного цвета. Состоит он в основном из соединительных петель для придания формы звездочки. Только на вершинах вяжется по одной воздушной петле, а у оснований выпуклый столбик без накида, который присоединяется за выпуклый столбик с накидом предыдущего ряда. При вязании соединительными столбиками будем вводить крючок в центр косички петель последнего ряда. Вводим крючок, захватываем нить и протягиваем ее сквозь петлю на крючке. Для образования уголка на самой вершине провязываем одну воздушную петлю. Далее снова соединительные столбики в центр косички. Далее необходимо провязать у основания выпуклый столбик без накида.
Вводим крючок под выпуклый столбик с накидом предыдущего ряда, захватываем нить, вытягиваем петлю и провязываем 2 петли на крючке. Далее до следующей вершины снова вяжем соединительные столбики. Вяжем 1 воздушную петлю и снова соединительные петли до основания. Теперь провязываем выпуклый столбик без накида. Теперь углы звездочки приобрели более четкое очертание. Чтобы присоединить нить для подвешивания украшения, нам необходимо провести соединительные столбики к следующей вершине. При желании можно провязать цепочку из воздушных петель необходимой длины. Но мне кажется она грубоватой. Предпочитаю сделать петельку просто из нитки. Далее обрезаем нить, фиксируем ее при помощи узелочка и прячем свободные концы нити. Осталось провести влажно-тепловую обработку, дополнить декором, и наша звездочка готова.